Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет об Audi A4 и о логическом завершении проекта по восстановлению, доведению до ума автомобиля. Автомобиль не продается, но идея, которая задумывалась изначально, с ней уже реализована. Ссылку я оставлю, можете посмотреть кузов, все детально, как все делалось, это есть. И также сумма, во сколько это все обошлось, также есть. Сегодня мы поговорим о технической части, проблемах, сколько все стоило и что в ней сделано, что требует внимания. Значит, техническая часть. При покупке автомобиля я сразу решил то, что нужно менять шестигранник масляного насоса. Я менял также и в B6, было об этом видео. Также решил менять и здесь, потому что B6 Common-Rail'овский двигатель, который уже пошел там, это не касалось, но на всякий случай поменял. Здесь же это напрямую касается этих двигателей, и этот в том числе. Поэтому без всяких сомнений я знал, что это нужно делать, потому что двигатели сейчас стоят так гораздо дороже. Если вот год назад, когда я менял на ГБЦ на B6, было об этом видео, столбик стоил на B6 Common-Rail'овский $200-250, и это не с рынка был. Нормально можно было найти столбик. То сейчас на такой автомобиль столько же стоили примерно, даже немножко дешевле. Сейчас вот вы можете посмотреть, я оставлю вставки, сколько стоит двигатель на такой автомобиль. Поменять шестигранник даже несколько раз выходит дешевле, чем купить такой двигатель неизвестно в каком состоянии, доставить его сюда и поменять. Поэтому это нужно было делать по-любому, и это было сделано еще до второй части. Во второй части я рассказывал, я намекал, что кое-что уже с ней сделано. Именно это и было сделано на тот момент. Я проездил 3-4 дня на ней, оформил ее и сразу же загнал на замену шестигранника, потому что с этим шутки плохи. Один знакомый так ушатал двигатель Audi A6, загорелось, ему показалось, что это глюк какой-то по электронике, ну до дома он успел доехать, дальше все. Продал машину на эвакуаторе. Несколько лет назад хотел продать за 11, продал за 5,5 в итоге, потому что двигатель ушатал, сам же по своей глупости. Остальные немаловажные и немало стоящие проблемы, это, конечно же, ГРМ. ГРМ здесь был заменен за 2 года до моей покупки. 2,2-2,3 примерно, вот так, за 45 тысяч километров до меня. Об этом свидетельствует наклейка, и когда человек, который мне менял и в B6 шестигранник, и здесь же, вот я ему доверяю, спасибо ему огромное за это, хорошо делает, мне нравится, и он посмотрел, попросил посмотреть ГРМ, но он говорит, да, вот видно, что менялся, примерно в это время все заменено, вот пробег известен, пробег указан. Это примерно 45-50 тысяч до меня уже наезжено, то есть полтинник, и я уже начал ездить на автомобиле. Чуть ранее было заменено сцепление, об этом есть все документы, и действительно по езде здесь наиболее мягкая педаль, наиболее приятное переключение, чем были у конкурентов. Не конкурентов, а потенциальных вариантов. Здесь самое более приятно. Ну, есть документы свидетельства о сцеплении. Я езжу, проблем нет, претензий нет, нареканий нет. То есть меня это все радует. По топливной аппаратуре, конечно же, насос форсунки тоже будет людей беспокоить. Форсы. Вот, пожалуйста, 4 котла. Если V8 был бы как на авоське, вот еще 4 было бы до 8. Но так, 2-литровый дизель, рядная четверка, поэтому 4 цилиндра. Как видите, показания форсунок все меньше единицы, потому что норма от минус единицы до единицы. От единицы до 2, от минус 1 до минус 2, это уже критическая норма, скажем так. Потому что если уже выше 2, тогда уже надо форсунки лезть. Либо менять, либо попытаться там промыть, как-то их оживить. Ну, ненадолго хватит, но... Хотя, в принципе, люди писали на отзывах, на форумах, что хватает, все нормально. Но здесь меньше единицы, все в норме. Поэтому все вот как-то так, все хорошо. Норма форсунок работы это от минус единицы до единицы. Край от минус 2 до 2. То есть от единицы до 2, от минус единицы до минус 2. Это уже крайняя точка, но это еще крайняя норма, скажем так. Здесь же все до единицы. То есть все форсунки льют в норму. Проблем с этим нет. По сути,
Техническая часть автомобиля на достаточно высоком уровне, потому что у многих не работают какие-то кнопки, там постоянно чеки и загораться. Здесь никаких серьезных проблем нет, форсунки в норме, все заменено, ГРМ заменен, сцепление есть, то есть и это меня подкупило при покупке этого автомобиля, потому что технически действительно все хорошо. А по кузову я знал, что у меня будут скидки, и этим я воспользовался. Поэтому этот автомобиль мне не расстраивает. Скоро год владения, я действительно в него ничего не вложил. Единственный недостаток, на мой взгляд, это, конечно же, тормоза. Потому что у меня на B6 всегда новые тормоза. Я не доводил до критического износа, сразу менял диски и колодки, и там все достаточно приемлемо. Тормоза здесь лучше, чем на BMW, вот E46. Здесь более четкие и уверенно больше себя чувствуешь, но в сравнении с моим же B6 здесь тормоза такие уже посредственные. То есть по-нормальному диски, колодки в круг надо менять, что я, скорее всего, буду делать в ближайшее время. По ходовой при покупке все было идеально. Сейчас также машину не ведет, не мотает, не кидает, но я езжу достаточно активно, и в теории, зная устройство ходовой, опять же, зная B5 Passat и A4 Audi, все мы знаем по слухам, и не только по слухам, а на практике, то, что верхние рычаги разбиваются. В теории где-то я какой-то рычаг, может, и разбил. Потребует внимания, нужно ехать и проверять. Работа по замене шестигранника здесь стоит дороже. В B6 стоило 80 рублей, здесь уже 180 мастер взял. Но это дешевле, чем берут все остальные. Про B6 в свое время снимал видео, рассказывал, сколько работы стоит, сколько с меня взяли. Почему? Потому что здесь двигатель расположен продольно, а в B6 поперек. И там удобно открутить поддон, снять, и все доступно, шестигранник легко меняется. Здесь же продольно, и получается двигатель над подрамником установлен. Короче, снять поддон нет никакой возможности. Двигатель откручивался с опор, задирался наверх, чтобы можно было поддон открутить, снять. То есть дополнительное количество геморроя было бесчисленные. Тут полностью все нужно открутить, завалить его наверх. Только потом уже есть возможность открутить поддон, долить до этого шестигранника. Гранник, что Audi 4, что B6 ломят цену одинаковую, но там менять это гораздо проще. Поэтому расценки не одинаковые. Если вам гнет мастер одинаковые расценки, это вас уже хотят нагреть. Потому что в А4, да, геморно, но в Passat'ах это проще делать. Поэтому не попадайтесь на эту удочку. Для тех, кому это будет интересно, хотя я уже сам 3 года назад снимал по B6, по этим шестигранникам видео, я думаю, ничего нового не открою, но может кому-то это нужно, кто себе такой автомобиль думает купить. Вот два шестигранника, это я снял с B6, этот с Audi, вот как видите, они не изношенные, менять их не было смысла, но поменял для своего же спокойствия. На Common Rail'овских двигателях он короткий, 77 мм, это именно 189 мотор Common Rail. Там их менять не нужно, эта проблема ушла. А вот на 188-х эта проблема крайне популярна. Но он уже был заменен, как мы видим, но и поменял. То есть здесь 77 мм, здесь, по-моему, 110. Но вот он спилен, потому что по факту он должен быть где-то 95. Я к чему это все веду? Потому что при покупке очень часто путают сами продавцы, заказывают такой, приходит вместо такого вот этот. Поэтому обращайте внимание на эту важную мелочь, чтобы машина лишние сутки не стояла в боксе. Единственный недостаток, который вылез за это время в первую же зиму, как только я ее пригнал, это суппорт переднего левого колеса. Я заметил то, что колесо подклинивает, и по чекам я сразу вижу, что этой работы нету, и стоимости нету, видимо, потому что менялись рычаги, масло менялось, колодки задние, передние потом менялись. Это все делалось на одном СТО. По поводу суппорта я вообще не нашел никакой информации, никаких чеков. Видимо, делал либо Вася какой-то гаражник, либо посредственно СТО, но уже решили сэкономить. В результате, грубо говоря, не все резинки установили, которые нужно установить. Из-за этого подклинивал суппорт, я купил новый ремкомплект. Заменили, все, теперь проблем нет. Как ни странно, больше никаких проблем по автомобилю не возникало. Единственное, это лопнул тросик ручки водительской двери.
Но в одном из прошлых видео упомянули о его замене и просуммировали стоимость в сумму кузовного ремонта. Что еще радует в автомобиле, так это то, что заменен компрессор кондиционера, потому что у меня вот в B6 стоит еще родной, и в сравнении с этим этот быстрее начинает холодить салон. Он быстрее работает, ну, скажем так, на процентов 20 быстрее, чем B6. Поэтому это еще одно приятное преимущество. И кондиционер я не заправлял, потому что вот прошлый владелец, он заправил его летом. Это, напомню, 2022 год, лето. Я купил ее 3 декабря 2022 года. Это лето я отъездил, и сейчас еще в системе есть фреон. Я его не заправлял, и сейчас, когда жара, уже время октябрь, я все равно его включаю. То есть больше года фреон держится, не уходит. То есть это достаточно хороший уровень для бэушного автомобиля. Поэтому и здесь же автомобиль позволил сэкономить и не раздевать. Технической частью я все больше и больше доволен этой машиной. Я всегда говорил, что самое главное это кузов, конечно, потому что разобрать, сделать, собрать назад это так долго, дорого и тяжело. И многие просто браться не хотят, потому что геморрой. Действительно, я от этих слов не отказываюсь, но как мы видим по стоимости двигателя, по стоимости запчастей обслуживания, что если раньше кузов это 70% стоимости, общих затрат на автомобиль, то сейчас это 50 на 50. 50 технички и 50 кузова, то бывает и техничка раздевает. А здесь автомобиль себя повел достойно, интеллигентно, по-джентльменски и не ударил по кошельку с точки зрения технической. И из-за этого мне все больше и больше начинает нравиться. Вот реально, я не разочарован, и в итоге классная машина получилась. Потому что вот кузов везде нужно было руки приложить, у каждого свои нюансы, плюс-минус, больше-меньше. Но технически также затраты могли быть немаленькие. Здесь, конечно, все по минимуму. Основная проблема этих автомобилей и у всех кандидатов, когда я смотрел ее, вернее, когда я покупал, когда смотрел такие же, у всех одна и та же проблема – это сломанная крышка подлокотника. Я не понимаю, как ее можно сломать. Вот у меня в B6 крышка, ну, чуть менее габаритная, более габаритная, чем эта, более мощная, но все равно я не знаю, как-то специально или что нужно, чтобы ее сломать. В общем, заменил я крышку. Уже приятнее смотреть. Сразу такая мелочь, но важная мелочь. Но здесь приятный материал, кожзам, и цвет полностью гармонирует. Ничего лишним не выглядит. Сразу она не болтается, она работает, она защелкивается, как должно быть. И сразу же автомобиль, ну, на глазах твоих достойнее становится, когда каждая кнопка работает. Хотя здесь все работало, единственный недостаток был это вот сломанная крышка. И это у всех поголовно. Ну, неужели нету у людей там этих $15, чтобы купить такую крышку? Ну, видимо, всем пофиг. Также для удобства, большего комфорта зимой, так как теплее, и меньшего износа салона. Я купил накидки на автомобиль. Салон такие же стоят на B6, и они мне очень нравятся. Ну и самая главная цена. Сколько это все стоит? Шестигранник 110 рублей, но был еще за 80. Почему 110? Потому что доставка срочная. Я уже не хотел ущемлять человека, чтобы машина 3 дня у него стояла. Как-то на 4-й день он будет делать ее. Думаю, как-то по-человечески. Мне стало неловко, потому что он с B6 меня выручил нормально. Думаю, все сделал, все хорошо. Я принимал активное участие. Я там в видео все рассказывал, объяснял. Думаю, блин, как-то неправильно. Поэтому заказал срочную доставку. Он приехал, все нормально. Работа 180 рублей. Почему она дороже? Потому что, я уже сказал, на B6 стоил 80 рублей. Здесь 180, потому что дополнительный геморрой. Ну, плюс масло, герметоз, все, короче, в итоге 489 рублей белорусских, либо $150, либо 14 426 рублей российских. Но учитывайте, ребят, то, что сейчас курс доллара подрос, и если переводить те деньги, ну, это чуть дороже было в долларах. Если в доллары перевести, где-то 170 примерно там мне обошлось. Но это нужно было сделать для своего же спокойного сна. Хотя, как показала практика,
В B6 эти проблемы не касались в свое время, я заменил, но тоже для своего спокойного сна. И здесь также шестигранник был заменен, его не нужно было менять. Но опять же, двигатель дороже стоит. Решил заменить, и сейчас я спокоен. Ремкомплект, получается, суппорта $4 стоит. Сейчас это 13 рублей стоит, тогда было 11, но посчитаем уже по сегодняшнему курсу 13 рублей и 385 рублей российских. Это сейчас все равно где-то уже будет 13, это уже 3 с лишним доллара сейчас будет стоить, тогда-то стоило примерно $4. Плюс заменил я крышку подлокотника и накидки по салону. Крышка 45 рублей, это 1326 российских рублей, либо $14. Накидки 116 суммарно вышли на переднее сиденье и на задний диван. 116 белорусских рублей, это 3400 российских рублей, либо $35. Итоговая сумма $203, 663 белорусских рубля, 19 537 российских рублей. Это вот сумма, которая была вложена в техническую часть автомобиля. В остальном езжу, катаюсь и не парюсь. Сход-развал был сделан, резину не жрет. И по технической части, что касается моторного отсека, все рассказано. Техническая часть, вот ходовая, рулевое, все при покупке было все рабочее, все нормально. И никаких проблем не возникло. То есть технической частью я доволен. Я это упоминал в предыдущем видео и даже в прошлых, по-моему, видео. То есть кузовом мы занялись, а технически машина на хорошем достаточно уровне. Поэтому все пока. И она уже доведена до того состояния, когда уже можно со спокойной душой, не стыдясь, там, не прятаться, не лукавить, а спокойно выставить ее на продажу. Потому что реально косяки устранены. Все, что с ней было, вы видели. Все, что устранено, уже устранено, суммы названы. Находясь на финишной прямой, потому что с ней уже все сделано, кузов сделан, вы это все видели, цены озвучены, техническую часть я тоже все озвучил. Пришло время сказать, почему это все было сделано, почему она, а не другая машина какая-то. Но в первой части, кто не смотрел, посмотрите, ссылка в описании. Я рассказывал, почему я искал именно 2-литровый дизель. Потому что 1.9, он слабоват для такой машины, недостаточно динамики в нем. Хотя не сказать, что здесь прям ураганная динамика, но она гораздо быстрее, чем 1.9. Даже вот по незнанию можно сравнить, просто сесть на 1.9, сесть на 2-литровый, именно 16-клоп. Я искал BLB 16-клапанный автомобиль, двигатель. Поэтому только 2-литровый дизель, я об этом говорил. И она была одна из тех 4, которых я рассматривал к покупке, потому что были уже неадекватные цены, выше гораздо, которые уже нету смысла отдавать деньги, проще доработать автомобиль, сделать, и вам обойдется это дешевле, ну, в том числе и мне. Было 4 автомобиля, были дешевле ее автомобили, только одна продавалась, там уже такой кусок крыла от гнил отвалился, там дыры, рейлинги на одной были сняты, там, ну вообще, не знаю, машину только в разбор покупать, это полный коллапс. С ней же были кузовные проблемы, опять же вы видели, это было видео, где мы с Серегой ее обошли по периметру, потом уже были все кузовные проблемы, это было видно, это я видел, да, но остальные именно автомобили, вот она первая и 2 черных. Один был неадекват. Черный, там был скол на капоте, капот пришлось бы там менять. Также жучки на каждом элементе. Защиты днища у всех отсутствовали, это пришлось бы покупать в любом случае, ни у кого их не было. Поэтому я именно и гонялся, потому что знаешь, что ни у кого нету, но днище у всех идеальное. Ну, насколько это возможно. Здесь тоже, наверное, не идеал, но для этого, опять же, было видео. Но для такого пробега, возраста и в целом состоянии таких автомобилей, это очень даже ничего. Вот, то есть силовуха не тронута, не разбита, то есть геометрия не нарушена автомобиля, что самое главное. Автомобиль не тянет, едет хорошо, технически исправен. Торг был гораздо активный, чем у другого автомобиля. Второй был уже синий, цвет мне не нравится, скажу сразу. И по состоянию техническому там сцепление менялось гораздо позже, вернее раньше, чем здесь. Шестигранник, он не знает это слова вообще, говорит, я не знаю.
Торговаться он не хотел, 200-300 долларов максимум, и она выходила дороже, чем эта машина. Технические проблемы по кузову те же самые, думаю, а смысл? То есть 400 долларов это больше половины стоимости работы Сереги. И половина от общей стоимости работы. Стоимости работ по ремонту кузова. Но это нелогично. Тот черный, который был клон, у которого заглушены трубки на климат-контроль, коцка на капоте. Также жуки были по элементам. Да, там меньше работ было бы с точки зрения кузова. Но запотевание на двигателе, он купил автомобиль, владеет ею год. И за год наездил 60 тысяч, по-моему. 60 или 70, я не помню. Спрашиваю про шестигранник. Ну, я не менял. А до вас? А я не знаю. А ГРМ? Ну, он нормальный. А документы есть? Нет. То есть, такой автомобиль тоже кота в мешке покупаешь. Как мы с вами уже видим, сколько стоят двигатели. Четвертый получался автомобиль, он дороже, и этот черный дороже, был дороже синего. Еще один черный был дороже их трех, соответственно. Кстати, находился там же, где она, в соседней области, в том же самом городе. Но у черного также проблемы по кузову, и еще какие проблемы? Ладно, жуки, понятно, но там я не понимаю, почему. Ну, видимо, был тоже также ремонт, там, да, там окрас по правой стороне, но кусками от ручки на правой двери отлетел кусок краски. Я, по-моему, тоже в первом видео это показывал. И над молдингом тоже краска поотлетала. Там крашеный элемент. И там влезли, поменяли шестигранник, масляный насос. Там другой масляный насос установлен. Кто делал, говорит, я не знаю. А что, думаю, потом и шестигранник могу не найти. Потому что проблемы с запчастями начались, и масляный насос непонятно какой конструкции. И по сути, сколько они торгуются, получается, что вывод простой. Нужно брать эту машину, потому что она дешевле остальных. Вот почему я ее взял. Потому что вот люди по незнанию пишут, ой, клоун осмотрами занимается, себе что выбрал. Вот это ответ для тех, кто мне писал, а зачем ты покупал вообще и почему именно ее. Вот ответ тем людям, почему была куплена эта машина. Это по сути не с рынка был. Ну не по сути, там дешевле ее, опять же повторюсь, это уже машины на разбор. Там уже не было смысла, там уже куски поотваливались от машины. Вот это получается не с рынка был при продаже. Но технически автомобиль действительно на уровне. Я вот не разочаровался в нем. По остальному всему, что люди могут сказать, что ты себя выбрал. Я покупал не кота в мешке. Почему? Потому что, Серега, привет. Мы с ним, Серега, кто не смотрел прошлые видео, это у человека тоже свой канал на YouTube. Он занимается вот маляркой. Вот он и сделал эту машину. Я с ним постоянно был на связи, говорю, Серега, сколько с меня возьмешь? Во-первых, когда я начал искать автомобили, я сразу с Серегой поговорил, говорю, понятно, что надо будет красить какие-то элементы, что сколько ты за меня возьмешь? Он назвал сумму сразу же, сколько он с меня возьмет за работу. Но материалы там уже, говорит, конечно, от стоимости зависит, сколько материал будет стоить. Я знал, сколько мне обойдется ремонт, я знал, сколько с меня возьмет, что мне нужно делать, я уже просчитывал варианты и сумму. Ну, а на этом пока все. Хотя, в принципе, проект уже завершен. Основная его идея заключалась купить, сделать, сколько это стоит. И это уже сделано. А дальше обслуживание мое, может, я там, да, разбил какой рычаг уже своей активной ездой, там, масло нужно будет поменять. Это уже мой опыт эксплуатации, обслуживания, мои проблемы. Это уже не так важно, по сути, как вот все, что с ней было сделано. Я не знаю, когда выйдет следующее видео по ней, но она остается у меня, поэтому оно будет как скоро, не знаю. Основная идея уже сделана. Спасибо большое за внимание. Смотрите предыдущее видео по ней, плейлист, ссылка в описании, опять же, повторяю. Смотрите также наши предыдущие видео по другим автомобилям, проектам. Я надеюсь, много чего интересного вы можете для себя найти. Спасибо за внимание. Счастливо. Увидимся.